Всем привет! И в этом видео хочу вас познакомить с книгой, которую я первой прочитала в 2023 году. И это книга автора Каная Минато «Виновен». Абсолютный бестселлер в Японии. Написано, что это психологический триллер. Мне показалось, что это такой уютненький японский детектив. И меня это натолкнуло на мысль нарисовать небольшие иллюстрации к разным местам, где бывали герои, и к тому, что они там ели в этих разных местах. Что интересно, многие места из этой книги, которые упоминаются, их можно найти на Google картах. Это очень забавно, можно посмотреть, как они выглядят. И также, например, главные герои будут слушать музыку, можно включить эту музыку на фоне. Beach Boys Surfing USA, просто для атмосферы. Также главный герой заходит в кафе, ему предлагают попробовать кофе с медом. Я вот попробовала, мне понравилось. Может быть, и вам понравится. И мне, в принципе, показалось интересным таким вот образом погрузиться в мир главного героя. Но самым большим открытием для меня была гречневая лапша соба. Я ее до этого не пробовала и попробовала как раз при прочтении этой книги. И вот небольшой отрывок о ней. В меню была только гречневая лапша на воде. Принесли обычную лапшу в привычной деревянной кадушке. К ней соус, лук и васаби. Рядом стояла тарелка с солью и стакан с холодной водой. В инструкции на краю стола было сказано, что надо макать лапшу в воду, а потом есть. Далее значилось, что нужно обмакнуть лапшу в соль и также попробовать ее есть. И уже под конец вы можете есть ее с соусом. Это был очень интересный экспириенс, и действительно каждому советую это попробовать. В чашечке на предыдущем кадре это был пудинг из молока местных коров. Также там был жареная птица в кляре с соусом мисо, а тут вы видите мороженое из молока местных коров. Слева Хиросава, один из героев, пошел в ресторан, где подавали котлеты с соусом карри. Ну, как я смогла, так я их и изобразила. А потом уже главные герои закупались овощами на местном рынке, и их я тоже решила изобразить. Конечно, главное в этой книге отнюдь не еда, а может быть и еда, мы не знаем, это же детектив, тут как повернутся события. Но понятно, что интереснее всего наблюдать за перипетиями героев, за тем, как происходит расследование, что узнается и вообще о чем эта книга. Мне очень понравилось. Единственный совет, который могу дать по поводу прочтения ее: не заглядывайте на последнюю страницу, потому что это все-таки это детектив, чтобы не портить себе развязку. И в целом книга классная, мне очень понравилась. И, собственно, поэтому я решила такие иллюстрации сделать. Меня очень вдохновил главный герой, и я в каких-то моментах очень сопереживала ему, в каких-то моментах прям чувствовала, что как мы с тобой похожи, а где-то осуждала. И мне кажется, это самое классное в книгах, когда вы можете заметить многогранность героя, а не только вот он плохой, а тот герой хороший. Тут очень интересно это передано. Такой вид детективов называется ямису. Я, к сожалению, не нашла много таких книг, но буду искать и надеюсь, что отыщу еще.